Всем большой привет! Мы находимся у Тамары Емельяновны с сыном. Кто нас смотрит, их историю знает. Их дом находится в ужасном состоянии и в любой момент может завалиться. Мы долго думали, как им помочь. Выезжать они отказывались. Переживали за дом, что от него ничего не останется, когда они вернутся. И только спустя долгое время мы смогли найти решение этому вопросу. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие мои. Как у вас дела? Хорошо. Почему хорошо? Хорошо. Потому что мы приехали, Да. Я хотела вам сказать, что жизнь остается прекрасной всегда. Хоть старишься ты или молод. Жизнь остается прекрасной, хоть старишься ты или молод. Или молод. Какие фразы. Да. Хорошо, Да. Тамара Емельяновна, немножко за дом ваш расскажите, почему он рушится? Почему? Потому что он покатился на бок, на левую сторону. И когда мы топили печку, у нас еще был уголь в те годы. Был уголь, вот, а потом мы стали топить, а дым идет в хату. Полезли на чердак, а там, значит, покосилась труба, и дым не идет, а весь входит в хату. Потому что покосилась, он даже видно. Вот Покосился дом, да? На левую сторону покосился, да. Угу. Из-за А этого тепло у вас, когда морозы были, или холодно? это было тепло, когда мы углем топили. Нет, а вот теперь, сейчас, когда сейчас? морозы, да. Да. Холодно? У нас не холодно, можете заглянуть. Когда нам дали гуманитарную буржуйку, вот этот камин гуманитарный, буржуйку когда нам же дали? дали. Да, стало вам теплее, да? Теплее, очень А тепло. если сильные морозы, то холодно? Если ветер, очень И холодно. ветер, да. Оно насквозь продувается. Так, То, если ветер, то очень холодно, очень холодно. Там везде дырки, и мыши проходят все время. да? Мыши? Через эти дырки. Прожили в самане дырки, вот, и мы кошку на ночь замыкаем здесь, вот, чтобы она ловила. Когда холодно, когда ветер, так вот такие ветра, потому что она гнилая вся насквозь. И жить здесь невозможно. Так. Спасибо вам, если бы не вы, мы бы тут вообще замерзли бы. Потому что Им электричество кинули, обогреватели. Они топятся обогревателями, когда сильно холодно буржуйкой, но дров у них нет. Они просто ходят и понемножку отпиливают с деревьев. да. Дров нет. Покажу, как выглядит их дом. Часть стены вокруг двери полностью вывалилась. Вот это из чего сделано было. Они забили картонкой, тряпками. Вот эта часть стены тоже вывалилась. Это уже совсем недавно произошло. Дом покосился. Так он выглядит с этой стороны. То же самое. Дырка забита матрасом, тряпками. С этой стороны стенку подперли палками. Если держать ровно камеру, видно, что дом просто разваливается. Видно, что вываливается стена наружу. И это со всех сторон. Со всех сторон дом просто разваливается. И у нас было большое переживание, что их дом рано или поздно просто рухнет и завалит их в доме. Они непременно погибнут, если в этот момент окажутся внутри. Марина Д. и ее подписчики выслали нам большую сумму – 121 тысячу рублей. Их пожеланием было, чтобы эти деньги были потрачены не на всех понемножку, а кому-то одному, но ощутимо, значимо. После некоторого размышления было принято решение, что мы приобретем бытовку для Тамары Емельяновны с сыном, чтобы они могли в ней жить. Тамара Емельяновна, а можно к вам в дом зайти, снять, показать, конечно. как у вас там дела? Давайте, заходите. Развалюха, но тепло, потому что горит камин. Камин. Видите, этом все доме. обвалилось. Буржуйка это, не камин. Это мы хотим делать. Пройдем вовнутрь. Потому что они раскиснут. А как потеплеет, мы хотели сделать коридор. Разрушился же.
А теперь пускай рушится. Что он уже? Вот мы теперь в новом домике будем жить. Пойдем посмотрим, как дом выглядит внутри. По правде говоря, здесь немножко страшно находиться. Вот такое помещение, потолок очень низкий, рукой достать очень легко. Мне даже кажется, что он провалился. Да, прогнулся. Прогнулся вовнутрь, да, балка. Здесь, конечно, у них свалка, печка, которой они не пользуются. А это комната, в которой они живут. Да, вот не зацепите. Вот так выглядит. Поставили возле дверей, чтобы нам тепло было. Вот, видите? Обогреватель. Лампочка горит. Он горячий. Горячий сильно. У нас еще был другой камин, вон он. И у нас Да. до этого. Не камин, обогреватель. А это буржуйка. А это буржуйка. Ну, это буржуйка. Здесь потолок, как мне кажется, тоже прогнулся. Да вон вовнутрь. все падает все. Палку подставили. Все падает. А вот там вот тряпками забито Тряпками все, и закрыто, палками. да. Палка подпирает. Здесь все скоро развалится. Вот это. Здесь одеяло, которое мы привозили. Оно так и осталось. А мы его возьмем туда. Вот И здесь спит дядя Витя. А вот там, за шторочкой, Тамара Емельяновна. возьмем Вещи, вот которые мы туда. привозили, новые, естественно, они их И курточка сняли его здесь. и надели свои старые. Ну, по комнате, по улице, конечно, в старом. было. По улице, по комнате в старом. Вот в таких условиях жили Тамара Емельяновна и сын дяди Вити. То, что мы сделаем, это будет для Тамары Емельяновны. Благодарю вас очень. Пока еще рано, мы еще успеем. Сначала все сделают. Тамара Емельяновна, скажите, пожалуйста, а сын ваш, Виктор, дядь Витя, почему он за домом не следил? Только дырки тряпками заполнял? И что? А потому что он еще был молодой и как-то не умел строить и не брался. Короче, он все надеялся на меня. Я всю жизнь за ним ухаживала. Тамара Емельяновна, а вообще в жизни дядь Витя работал? На Он- работах каких-то? он Образование работал. есть у него? У него 8 классов. Ну, 8 классов, да? Да. Он учился он слабо. У меня 10 классов, а у него 8. Мгм. Сколько сейчас полных лет дядь Вите? 62, 63. Ему на 63. социальное пособие должны дать в 65. Но Надя сказала, что... Уже дают. да, Пособие могли бы давно получать, но из-за того, что не оформили, ждут 65 лет. Ничего не дают, не получают. Живут только на пенсию Тамары Емельяновны. Дорогие друзья, я также благодарю тех, кто просто высылает денежку. Мы добавили к той сумме и приобрели бытовку. Больше не нужно переживать, что дом завалится. И если они будут внутри, то завалит и их. Бытовку привезли. И весь процесс установки мы вам обязательно покажем. Вот расчистили территорию такую хорошенькую. Виктор с ножовкой, все как положено. Ну, правда, из чехла так ее не достал. Ну, носит каточки потихоньку.
Свалили 3 дерева. Там кусты попилили. Работа идет. Вячеслав нам помогает из местных. Но Сосед. я снова говорю всем большое спасибо, кто принимает участие в этом деле, кто высылает денежку. Отдельно благодарю тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое и всем пока-пока.